Иван Александрович Ильин. Путь к очевидности. О духовности инстинкта. Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глубине бессознательного будет пробужден, и если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее событие, и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни. Ибо ангел будет бодрствовать в его душе, и человек никогда не станет волком. Но если в детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства и кары могут оказаться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с ним. Он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на него и осуществить свои желания. Это будет означать, что инстинкт утверждает в себе волка. Он знать не знает ангела и отвечает на его появление недоверием, страхом и ненавистью. В этом состоит секрет воспитания, его живая тайна, но именно это и упущено нашей эпохой. Последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое искусство. Не следует сводить человека к его сознанию, мышлению, рассудку или разуму. Он больше всего этого. Он глубже своего сознания, он проницательнее своего мышления, могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность человеческого существа утонченнее и превосходнее всего этого. Его определяет и ведет не мысль и не сознание, но любовь, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в ненависть и окаменевает в злобе. Человек определяется тем, что он любит и как он любит. Он есть бессознательный кладезь своих воззрений, безмолвный источник своих слов и поступков. Он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей. Он есть гармония и дисгармония своих неодолимых влечений. Именно поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности, и голос разума так часто бывает подобен гласу вопиющего в пустыне, и потому образование не воспитывает человека, а полуобразованность прямо развращает людей. Воспитание человека начинается с его инстинктивных корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию или проповеди. Оно должно сообщить ребенку новый способ жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании интеллекта, а в зажигании сердца. Обогащенная память и подвижная мысль при мертвом и слепом сердце создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов. Оно вооружает противодуховные силы, оно развязывает и поощряет в человеке волка. Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта. Но, говоря о духовности или о духе, не следует представлять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно. Но только один переживал духовные состояния и содержания с радостным наслаждением, другой – с холодным безразличием, третий – с отвращением или даже со злобою. Дух не есть ни привидение, ни иллюзия, он есть подлинная реальность, и притом драгоценная реальность, самая драгоценная из всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего опыта, не о наполнении своей памяти из чужих книг и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой, но о разыскании
в непосредственной жизни всего того, что придает жизни высший смысл, что ее освещает. Один найдет этот творческий смысл жизни в природе, другой в искусстве, третий в глубине собственного сердца, четвертый в религиозном созерцании. Каждый должен найти свою собственную дверь, ведущую в это царство. Каждый должен найти ее сам и самостоятельно переступить через ее порог. Но это лишь первый шаг. Это только вход, обретение, начало. Это только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо, и это надо всегда помнить, все последующие шаги человека до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч солнца должен озарить детскую колыбель. Только тогда дитя станет солнечным ребенком, а взрослый человек понесет через жизнь лучезарное сердце. Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми совершенство, и даже там, где человек искренне стремится к совершенному или хотя бы к объективно лучшему, божественному, не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянин был прав, когда сказал «in magnis et volius et est» – «великом и желать уже достаточно». В великом и божественном весит и желание. Сердцем хотел, но совершить не сумел, и зачтется желание по пасхальному слову Иоанна Златоуста. Этот свет совершенства в жизни природы и человека, это влечение к божественному составляет духовный смысл природного естества и человеческой жизни, и притом не только в значении внешней и далекой цели, но и в значении внутренней и реальной творческой причины. Совершенное может быть уподоблено не только дальней зовущей звезде, но и сокровенной органической силе, творчески определяющей жизнь природы и человека. Кто увидит это в духовном созерцании, тот скажет: мир имеет смысл, потому что ему светит совершенство. И более того, мир имеет бытие, потому что в нем живет и его направляет стремление к совершенству. И всюду, где мы находим это, мы обретаем духовное измерение вещей и жизнь самого Духа. Переживая это, мы приобщаемся Духу. Приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь, мы становимся сами духовными существами, чадами Духа. Без Духа и вне Духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя, существователями. Но если кто-нибудь принял в себя начало Духа и начал духовную жизнь, то перед ним открываются новые горизонты, и он вступает в новый план бытия. Он убеждается в том, что Дух есть воздух и хлеб человеческой жизни, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть дыхание Божие в природе и в человеке, сокровенный внутренний свет во всех сущих вещах, начало во всем животворящее, осмысливающее и очистительное. Он освещает жизнь, чтобы она не превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос пыли и в вихрь злобы. Но он же сообщает всему сущему силу, необходимую для того, чтобы приобщиться Духу и стать духовным. А это и есть самое важное в воспитании. Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать Дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие воспитатели человечества. На них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая земную очевидность как припоминание идей, предвечно созерцавшихся человеком в мире сущего бытия. Где-то в глубине человеческого бессознательного находится то священное место, где дремлет первоначальное духовное естество инстинкта. В детстве его сон нежен и чуток, душа еще не обросла той грубую корою,
которое будет образовываться и нарастать в ней в течение дальнейшей жизни. Душевная оболочка ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой душе дух инстинкта и как бы ждет луча благодати, чтобы взыграть светом, или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно совершиться, и это должно повторяться, чтобы дух человека пробудился раз навсегда для всежизненного бодрствования и не заснул бы уже никогда. Маленький ребенок прозябает в непосредственной беспомощности и живет потребностями своего маленького организма в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глубокие впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, иногда толчками, и проясняют сначала его сознание, а потом и самопознание. Этого пробуждения не следует ускорять нарочно и искусственно, но как только эти проблески сознания начнутся, необходимо позаботиться о том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер благостный и духовный, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состояния. Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже мучительных. Будут и настоящие духовные травмы, ранения. Но первые детские ранения не должны потрясать инстинкт, не пробуждая его духовную глубину. Детский инстинкт, раз потрясенный во всей своей беспомощности грубым и жестоким впечатлением, раненый в своей слепоте, может пережить неизлечимую или почти неисцелимую душевную судорогу, если у него не будет необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена до этих неизбежных потрясений и ранений. И вот воспитатель, мать или отец, имеет великую и ответственную задачу пробудить детскую душу при первой возможности лучом божественной благости и красоты, любви и радости, чтобы она очнулась от своих забвенных сумерек, от чувственного наслажденчества и пережила благостное пробуждение. Ласковый взор и голос матери уже начинает это дело. В глубине инстинкта должно открыться духовное око, чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к нему из мира, и влюбиться в его сияние, чтобы душа раз навсегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой красоты, новой радости и новой гармонии, чтобы она полюбила божественное и уверовала в Бога. Ребенка надо приобщить к божественному счастью на земле как можно раньше, тогда, когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира, когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы, когда он полон естественной доверчивости и богат первозданной чистотой. В мире есть чудесное сочетание красок, естественно гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно богатые. Надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие когда-то Леонардо, венецианцев и Рембрандта. Надо, чтобы веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть простые нежные мелодии, например, «Анданте кантабиле» из первого квартета Чайковского, «Мечтающее дитя» из детских сцен Шумана и другие. Их так много в русских народных песнях, колыбельных, свадебных и хороводных, которые ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая их своему младенцу, начинает его истинное воспитание. Это дух ее инстинкта обращается к духовности его инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. Какие чудесные колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой душе и потом возвращены миру в композициях великих музыкантов. Душа засыпающего ребенка пела эти песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них первозданное пение ангелов, и потом унесла их в жизнь как благословение материнской любви. Простой народ верит, что бывают люди с злым глазом, которые могут сглазить ребенка, повредив ему душевно, духовно и телесно.
В этом поверье кроется доля живой природной мудрости. В самом деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически перенапряженные, гипнотически сосредоточенные. Они действительно в состоянии психически ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. Заряд злобы бывает у таких людей слишком велик, внушающая сила слишком действительна, младенческая душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают своих детей от таких противодуховных, душевно ранящих и разлагающих взоров, ибо злоба людская на самом деле гораздо более распространена и могущественна, чем думали доселе духовно неопытные люди. Но если ребенку минуло 3 года, если он начал наблюдать внешний мир и чувствилище его открылось для новых восприятий и переживаний, то надо дать ему целое богатство духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые и изящные явления природы и их таинственную целесообразность. Рано еще затруднять его объяснениями. Достаточно, чтобы он заметил совершенство, скрытое и явленное в мире. Пусть залюбуется красотой бабочек и цветов, их нежными тонами, их изысканную, но хрупкую форму, пусть всматривается величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище облаков, пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаворонка, пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот дуба, пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить с нею, пусть оценит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и ночной клич петуха. Пусть почует тайну природной жизни, дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту иния, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце благоговение, чуткость и благодарность. Ребенок должен как можно раньше почуять реальность чужого страдания и научиться вчувствоваться в него, чтобы жалеть, беречь и помогать, и идти на деятельную помощь. Необходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить его хотеть добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалующейся песни. Пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После 5-6 лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них. Он должен научиться стоять вместе с ними, бороться, побеждать и не искать награды. Надо, чтобы он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе с Гоголем радостно дивиться на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно, но уверенно гордиться своей русскостью, тем лучше. Ребенку необходим поток мужественной и братской товарищеской любви от отца и женственно-ласковой, религиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений, но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и нежная благодарность к родителям, пробудившим его сердце и укрепившим его духовность. Он должен открыть свое сознание голосу совести и научиться внимать его бессловесным призывом к совершенству. И что важнее всего, он должен несколько раз по собственному почину отдаться этому голосу и осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть не только через угрызение за грех, но через творческое осуществление ее зова. И после каждого духовного пробуждения, восприятия, потрясения и свершения надо говорить ему о том, что есть благостный Господь, знающий его и любящий его, так, чтобы ему самому захотелось молиться. И тогда научить его лучшим и кратчайшим молитвенным словам и несколько раз помолиться при нем и с ним вместе огнем своего взрослого сердца. Потом надо показать его сердцу Христа, Сына Божия, и сердце его узнает его само, безошибочно и навсегда. Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность, и ангел входит в сокровенную глубину его сердца.
И что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не превращались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные для инстинкта. Напротив, надо, чтобы из каждого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую искреннюю радость. Инстинкт должен радоваться духовному совершенству, встречать его умилением, благодарностью, любовью. Пусть волк инстинкта воззрится на духовного ангела и встретится с его взором, и узнает в нем свое собственное высшее и лучшее естество, и восчувствует к нему доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и верностью, ибо ангел взирает кротко и благостно. И волк должен получить от него этой благости и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся на всю жизнь. Волк предоставит в распоряжение ангела всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно свое служение, и глаза его не будут сверкать злобою. А ангел не будет горестно и беспомощно плакать о погибшем человеке. Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии ищут друг у друга помощи, то они приветствуют друг друга кличем «Мы с тобой одной крови». И это заклинание всегда оказывается действительным, и отказа в помощи не бывает. Ибо звери и птицы признают высшее, объединяющее их кровное родство. И вот подрастающий ребенок должен пережить дважды соответствующее духовное сродство. Сначала во встрече волка с ангелом: «Ангел, я твой преданный волк, волк мой, а я твое собственное духовное естество». А потом в обращении к Богу: «Я есть искра твоя, о священное пламя мира». Или по-христиански: «Отче, я твой верный и благодарный сын». Тогда человек утвердит себя в духовности и станет религиозно цельным. Это и есть важнейший акт воспитания, ибо воспитать значит сделать из ребенка не преуспевающего человека-угодника, а духовно зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше духовный уголь, чуткость ко всему божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте. Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную свободу. И тогда, может, однажды настанет тот прекрасный день, когда им действительно овладеет сверхличное пламя Духа, и он явится людям как Божие орудие, как светящий и призывающий факел своего народа. Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив, дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически целесообразная сила самого духа. Раздвоение их, а тем более противоборство, болезненно, опасно и совсем не соответствует великому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к тому, чтобы оставаться мертвой возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся долженствованием, безжизненным законом над бездной греха. Дух человека призван к живому творчеству. Он должен будить, побуждать и вести человеческий инстинкт в том смысле, как выразился однажды римский оратор Квинтилиан, побуждаемый божественным духом. Инстинкт же не должен предаваться своим разнузданным влечениям. Он призван нести бремя мира и служить осуществлению божественной ткани в пределах мироздания. Он должен принять эту задачу свободно и творить с радостным усердием, ибо человеческий дух есть дух инстинкта, а человеческий инстинкт есть инстинкт духа. И, может быть, близится счастливое время, когда люди поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. А от этого зависит все будущее нашей культуры.